Скажите, пожалуйста, у вас дома вот такая книга есть? Книга о вкусной и здоровой пище. Пожалуй, что главный хит кулинарной литературы 50-х, 60-х годов. Как я любил разглядывать картинки в этой книге, когда был еще маленьким. Возможно, что эта книга и повлияла на мой выбор профессии. Но сегодня я с болью в душе закрываю эту книгу и откладываю ее в сторону. Дело в том, что в этой книге нет рецепта русского жаркого, которое я собрался приготовить. Новогодний стол, русское жаркое. Господи, да как же вкусно это звучит! Только что понимать под словом «жаркое»? Дело в том, что в дореволюционных книгах о русской кухне под словом «жаркое» подразумевалось что-то крупное и жареное в рамках большой посуды внутри печи. Мы непременно приготовим и такое жаркое, но в книгах о русской кухне советского и постсоветского периода я нашел жаркое, приготовленное из небольших кусочков мяса. Причем в качестве мяса выступала баранина. Дело в том, что когда-то так и было. Свинина была не самым частым мясом в России. В России чаще ели баранину. А откуда брались овечки-тулупы, овечки-шапки? Откуда брались? Либо телятину и совсем редко говядину. Так вот, я решил приготовить русское жаркое из телятины. Взял грузинку. Во всех новых современных книгах о русской кухне начинается с того, что в чем-то обжаривают мясо. Но я абсолютно уверен, что сначала лучше обжарить лук и морковь. Дело в том, что эти коренья ароматизируют масло. А уж потом в этом вкусном ароматном масле обжарим мясо. Лука слишком много класть не буду. Я думаю, что 3 головки вполне достаточно. Вот я точно знаю, дай приготовить русское жаркое современным поварам, они же нальют туда модного оливкового масла. Между тем, издавна существовало как русское сливочное масло, так и русское топленое масло. Поэтому топленое масло – это вкус русской кухни. Сразу после лука пойдет морковь. Морковь тоже нарезаю крупно, потому что жаркое готовится достаточно долго. Телятина должна получиться практически разварной. Лук совсем уж до красна жарить не надо. Вот зарумянился и достаточно. И именно такой лук и создаст бархатный вкус соуса, в котором будет приготовлено жаркое. Ну а теперь морковь. И пока что все звучит достаточно по-узбекски. Пожарили лук, следом морковь. Как будто бы мы плов готовим. На деле, конечно, все совсем не так. Но с русской кухней прямо беда. Дело в том, что очень многие люди не пробовали обычной репы. Репу теперь тоже привозят из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. Пора восстанавливать. Без репки русской кухни быть не может. Поэтому репу я обжариваю заодно, вместе с морковью. Что дает это обжаривание? Неужто нельзя все просто сложить в горшок, да и поставить в русскую печь? Если в русскую печь, то можно. Пока русская печь держит в себе жар, там все зарумянится и приготовится ровно так, как надо. Но мы-то с вами будем это готовить в духовке. Да, это только на первом этапе все готовится на плите. А следующий этап приготовления в духовке. И я нахожу это очень удобным, особенно для праздничного дня. Ну, сами подумайте. Постояли 15-20 минут возле сковородки. Посолили и присыпали мукой куски мяса. Обжарили все, сложили и в духовку. На 2, на 3 часа. Гости пришли, а у нас вот оно. Готово жаркое. Достаем из духовки. Куски мяса у меня просто огромные. Ну, послушайте, я же готовлю, в конце концов, не рагу какое-нибудь, а русское жаркое. Кстати, вот вам домашнее задание. Узнайте, чем жаркое отличается от рагу. Приходите в мои социальные сети и напишите. Тот, кто первым напишет правильный ответ, да пусть даже 3 человека, которые напишут правильный ответ, получат в подарок мою новую книгу, которая называется «Сталик Видеобук».
Меня зовут Сталик Ханкишиев. Если вы смотрите это видео, то это значит, что перед вами моя новая книга. Встречайте! Пожалуйста, не удивляйтесь, что обложка у этой книги практически черная. Внутри она переполнена яркими красками. Новые книги и журналы я пролистываю, начиная с последней страницы. Разглядываю иллюстрации. Десерты, целый баран на вертеле, шаурма, необычайно вкусные котлеты с роскошным пюре, рассказ о великолепном мясе для стейка и шашлыка, о том, как выдерживать мясо. О, самса! 420 страниц с великолепными блюдами, чебуреки, ароматные говяжьи ребрышки под соусом и универсальное блюдо в казане, которое получается у любого под названием басма. Невозможно обойтись без цыплят табака и самого вкусного блюда из рыбы – буглама, а также великое блюдо хаш и всеми любимый лагман. Несколько статей, без которых невозможно понять значительную часть моей кухни. О каурме, о топленом масле, ну и, разумеется, популярные и любимые пловы, шашлыки, самая прозрачная и ароматная шурпа, а также хаш, который превращается в самый вкусный русский холодец. Так кто же тот гениальный редактор, который в точности знает вкусы моих читателей и зрителей? Такого человека нет ни в одной редакции, потому что никто, кроме вас самих, не знает ваши вкусы настолько точно и убедительно. Это вы, коллективный редактор моей новой книги. На моем канале в Ютубе опубликовано более 800 рецептов. Я взял лишь каждый 10-й рецепт, а выбирал, судя по количеству просмотров, по лайкам и количеству подписчиков, которые собрал каждый рецепт. И что же это? Обычный сборник рецептов? Нет, читая эту книгу, вы изучаете кулинарную науку. Не зубрите граммы и минуты, а учитесь понимать смысл каждого кулинарного действия, изучаете законы природы, физики и химии, которым подчиняется приготовление еды. Каждый рецепт – это полезный урок, пройдя который вы получаете знания, позволяющие готовить гораздо вкуснее по любым рецептам, потому что постепенно, шаг за шагом, вы становитесь знатоком кулинарии. А еще на каждом рецепте QR-код, ведущий на видеоролик. В рецептах много текста не потому, что они сложны в приготовлении, а потому, что они детально проработаны и изложены максимально подробно. Вы узнаете все о тесте, фарше, начинках, как выпекать в тандыре и в духовке. Плохой учитель музыки заставляет зубрить пьесы, а хороший учит понимать музыку, легко исполнять любые произведения и даже сочинять новые мелодии. Эта книга именно такая. Здесь собрано 75 рецептов, которые научат вас кулинарии, сделают вашу жизнь вкуснее и заставят стать счастливее. Приобрести эту книгу можно только на сайте stalik.ru. Интернет-магазин stalik.ru является эксклюзивным продавцом этой книги. Зато вы можете заказать ее и с автографом, и в подарок вашим друзьям, и с доставкой точно по адресу. Вот и морковка с репкой. Отлично запахли. Убираем морковку, репку и, наверное, сюда, в эту сковороду, придется добавить еще немного топленого масла. Дело в том, что часть топленого масла унесли с собой лук, морковка да репка. Потом все вернется на круги своя. Но сейчас, для того, чтобы хорошо и вкусно обжарилось мясо, масло добавить просто необходимо. И не волнуйтесь, не ругайтесь. В конце концов, мы готовим праздничное новогоднее блюдо. Погодите, мне сейчас мясо надо обжарить, поэтому некогда. А через несколько минут я вам объясню, для чего мясо следует обваливать в муке, прежде чем его обжаривать. Мясо холодное,
И его здесь килограмма 2, что довольно много. Тем не менее, я убавляю нагрев плиты. Мясо должно жариться не спеша. Оно должно зарумяниться и получить хорошую устойчивую корочку. Вот это еще вовсе не корочка. Вот это еще что-то невнятное. Нет, мясо должно буквально покраснеть. Минут 7, 8, даже 10 с каждой стороны должно обжариваться мясо при не очень сильном нагреве. Тогда она обретет вот такую, очень приятную на вид, золотистую и вкусную корочку. Красиво? Еще бы. Хорошая еда всегда выглядит красиво, на любых этапах ее приготовления. Телятина, запанированная мукой. Никуда не торопимся. Готовим по-русски. Пусть не с каждой стороны обжарены кусочки мяса, ничего страшного, все очень хорошо. Я обещал вам объяснить, для чего мясо припыляли мукой. Посмотрите на дно посуды. Мясные соки и мука образовали то, что повара называют припек. Этот припек можно поднять его бульоном, то есть налить сюда бульона и дать раствориться в бульоне этому припеку. Можно поднять его при помощи стакана вина, но можно поднять и при помощи бутылки хорошей воды. Для приготовления еды, да и просто для утоления жажды, я использую воду Тассай. Замечательная минеральная вода с горных вершин Тяньшаня. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай. Вода должна закипеть, а у вас в руках пусть будет деревянная лопатка. Аккуратно, никуда не торопясь. Все получится само собой. Приподнимаем нагар, даем ему раствориться. И в результате у нас вместо воды образуется отменный, очень красивого цвета соус. В старых еще дореволюционных рецептах жаркого, там, где речь шла о крупных кусках мяса, о приготовлении птицы целиком, это тоже называлось жаркое. Очень часто можно было встретить: налейте жаркое квасом. Не торопитесь бежать в магазин за бутылкой вашего любимого кваса. Нет, речь шла о совсем другом квасе. Вот заквасили капусту, и ее рассол – это как раз и есть то, что в старой русской кухне очень часто называли квасом. Квас иногда готовили из отрубей. Квас готовили из свеклы для приготовления борща. И даже вот этот огуречный рассол тоже можно назвать квасом. Его можно добавить вот сюда, в соус. Получится очень русский вкус. Но с другой стороны, в огромной части рецептов жаркого говорится о сметане. Мол, добавьте в соус сметану. Но ведь это тоже получится очень по-русски. Однако, если мы добавим и рассол, и сметану, то из-за кислоты, которая содержится в этом рассоле, квасе, сметана свернется. Не допускайте такой ошибки. Я в интернете видел: смешайте воду, томатную пасту и сметану. Да нельзя этого делать ни в коем случае. Из-за кислоты томатной пасты сметана тоже свернется. А нам необходимо получить в результате очень хороший, очень густой сметанный соус. Большая пиала сметаны, но ведь и жаркое у нас довольно большое. Посмотрите, 2 килограмма мяса, 2 килограмма картофеля, сколько еще овощей. Закладываем все в таджин. Да-да, я не оговорился. Сегодня я буду готовить русское жаркое в таджине, потому что нет у меня такого керамического горшка, который можно было бы поставить на индукционную плиту. А вот таджин как раз такой. В соус закладываем все обжаренные овощи и мясо. Пусть тушатся вместе, пусть овощи напитывают своим вкусом как соус, так и мясо. Знаете, чего не хватает этому соусу? Да очень простого. Лавровый лист и перец горошком.
Непременно. А как же? Эти ароматы уже стали вполне традиционными для русской кухни. Ну и поверх всего картошка. Обычная картошка, но очень крупная. Потому что готовиться жаркое будет часа 2-2,5. Раньше не приготовится. Ну, соответственно, и клубни должны быть такие, чтобы от них что-то осталось после 2-часового приготовления. Я солил только мясо. Я не солил овощи. И у нас не соленый картофель. Несоленый картофель вкусным быть не может. Поэтому присаливаю каждую картошечку обильно. Ну да, здесь внутри таджина будет идти дождь, и часть соли размоется. Уйдет куда? В соус, который тоже должен быть в меру соленым. В принципе, можно было бы переложить все эти продукты в обычный чугунок, поставить хоть в печь, хоть в духовку. Но скажите мне, пожалуйста, о картошке, овощам есть разница? Готовят ли их в традиционной для русской кухни форме горшочков, либо в таджине? Самое главное – это замкнутое пространство и духовка, которая поначалу должна быть разогрета на 220 градусов, а потом ее температура каждые полчаса должна снижаться градусов до 120. Вот тогда получится жаркое так жаркое. Впрочем, я здорово забегаю вперед. Погодите, скоро вы увидите, что у нас получится. Дорогие москвичи и гости столицы, 3 декабря в субботу в 13:00 в час дня приходите вот на это место. Дорогомиловский рынок. Город Москва, улица Можайский вал, дом 10. В одну руку я вам дам вот эту мою новую книгу. Очень интересную, очень вкусную. А в другую руку дам тарелку с очень вкусным пловом. Немного поговорим, вы пройдетесь по рынку, закупите себе самые вкусные в Москве продукты, и мы расстанемся с хорошим настроением. Ну вот и все готово. Открываем. Давайте проверим, каким вышло мясо, какой вышла картошка, каким получилось наше жаркое. Идите сюда, подойдите поближе. Я хочу, чтобы вы это рассмотрели как можно подробнее. Мясо вышло превосходно. Оно очень нежное, но при этом не переваренное, не рассыпается по волокнам. Полюбуйтесь. И еще раз хочу отметить, что грудинка, пожалуй, что самое вкусное мясо у телятины. Дорогие друзья, я желаю вам больших успехов в кулинарии. И, конечно же, как всегда, приятного аппетита! Полюбуйтесь, какой бульон. Чистое золото. Какая радость! Это ваша заливная рыба. Необходимо создать ансамбль вкуса. Когда готовишь ее сам. Панируем. И по правильному рецепту. Я должен вам сказать, что это блюдо восхищает. Где кинза, там черный перец. Там, где рыба, там чеснок. Точите ножи. Потому что голову я сейчас отрежу. Сталик Ханкишиев о вкусной и здоровой пище. Новый выпуск в субботу в 8:00 на РЕН-ТВ.